Ты слушаешь Радио Мария. «31 января. Прямой эфир главных новостей Израиля на Радио Мария. Здравствуйте. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Армия обороны Израиля официально сообщила, что она затопила некоторые туннели в секторе Газа морской водой. Цитирую. Министерство обороны Израиля разработало ряд инструментов для закачки воды в туннели Хамаса, говорят военные, добавляя, что это часть множества инструментов, которые есть у Цааля для работы с туннелями. Не все туннели затоплены. Этот процесс включает в себя прикрепление насосов и труб к подходящим шахтам туннеля для этой задачи. Затопление туннелей является лишь одним из методов нейтрализации подземных возможностей Хамаса, заявляет в Цаале. Другие методы включают воздушные атаки, подземные маневры и специальные операции с использованием технологических средств. Напомню, что в декабре издание The Wall Street Journal впервые сообщило, что Цааль начал закачивать морскую воду в систему подземных туннелей Хамаса. Тогда же официального подтверждения от армии обороны Израиля не было. Главные новости Израиля. В Цаале сообщают, что 30 января истребители нанесли удары по командному центру Хизбаллы, а также наблюдательному пункту, принадлежащему террористической группировке на юге Ливана. По данным Цааля, днем 30 января из Ливана по территории Израиля была выпущена одна ракета. Она упала на открытой местности. Далее к другим событиям. Египетский чиновник сообщил катарскому новостному телеканалу, что делегация террористов Хамас встретится сегодня, 31 января в Каире, с главой египетской разведки. Чиновник добавляет, что они сосредоточатся на продолжительности затишья в боевых действиях на первом этапе соглашения по освобождению заложников, а также о количестве палестинских заключенных, которые будут освобождены из израильских тюрем. Представитель политбюро Хамаса говорит, что целью их группировки является окончательное прекращение огня и обмен пленными. Он настаивает на том, что переговоры не увенчаются успехом, если Израиль не уйдет полностью из сектора Газа. Предложение о новом прекращении огня в войне между Израилем и Хамасом в Газе будет включать 3 этапа: освобождение израильских заложников, освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный лидер Хамаса. На первом этапе будут освобождены женщины, дети, пожилые и раненые, после чего будут освобождены заложники мужского и женского пола. На третьем этапе террористы обещают передать тела израильских граждан, которые они похитили во время нападения на нашу страну 7 октября. Далее обе стороны прекратят военные действия. По словам высокопоставленного представителя Хамаса, количество палестинских заключенных, которых Израилю придется освободить, еще не указано и будет определено в ходе переговоров. Напомню, что пока что это фантазии террористов. Если Израиль согласится на эту сделку, можно считать, что все павшие солдаты в секторе Газа потеряли свои жизни просто так. Кроме этого, желание Хамаса, чтобы Израиль освободил более 1000 террористов из тюрем Израиля, в перспективе может печально закончиться для нашей страны. И мы уже имеем комментарий премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. Нетаньягу во время выступления перед студентами подготовительной военной академии заявил, что Израиль не освободит 1000 террористов и не выведет Цааль из сектора Газа. Цитирую. Это не очередной раунд, не очередной обмен ударами, не еще одна операция. Мы не согласимся на меньшее, чем полная победа. Израиль не завершит эту войну, не добившись всех своих целей. Это означает ликвидацию Хамаса, возвращение всех наших заложников и обещание, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю. Мы не выведем Цааль из сектора Газа и не освободим 1000 террористов, говорит Нетаньягу. Ничего этого не произойдет.
только абсолютная победа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Напомню, что еще 28 января СМИ сообщили, что Израиль якобы согласился на сделку с Хамасом. Согласно этой сделке, за каждого заложника будут освобождены сотни палестинских заключенных террористов. Офис Нетаньяху тогда не делал опровержений этой информации, но заявил, что некоторые из элементов сделки были неточными. Главные новости Израиля. В то же время в сообщении в соцсети X министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир угрожает свергнуть правительство, если с Хамас будет достигнута, цитирую, «безрассудная сделка». «Безрассудная сделка равно распуск правительства», пишет Итамар Бен-Гвир в соцсети X. Министр обороны Израиля Йоав Галланд во время оценки ситуации в Хайфе сказал, цитирую, «Наступит этап, когда наше терпение иссякнет, и силовые действия по обеспечению мира на северной границе также затронут и город Хайфа. Мы продолжаем готовиться, и мы должны учитывать возможности широкой эскалации. Такое может произойти», добавляет Галланд. Галланд предупреждает, что возможность потенциального соглашения с Хизбаллой заканчивается. И если ситуация продолжит ухудшаться, ситуация в Хайфе будет не очень хорошей, но в Бейруте ситуация будет разрушительной. Конец цитаты. Напомню, что каждый день с территории Ливана запускаются ракеты по северным городам нашей страны. Более 100 тысяч жителей эвакуированы из приграничных районов. Главные новости Израиля. Израильская операция по ликвидации 3 террористов в больнице в Дженине на западном берегу заняла всего лишь 10 минут. Сообщается, что израильские силы вошли в медицинский центр в 5:30 утра. Они были одеты как врачи. Далее направились в комнату на 3-м этаже, где и пребывали террористы. Операция стала возможной благодаря заранее полученным разведданным. Все 3 были одними из организаторов нападения на Израиль 7 октября. Доказательства предоставлены Израилем, утверждающие, что сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам участвовали в нападении на Израиль 7 октября, являются весьма правдоподобными. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, цитирую, «У нас не было возможности самостоятельно расследовать обвинения, но они заслуживают доверия», говорит Блинкен на пресс-конференции. Блинкен подчеркнул, что агентство ООН по делам палестинских беженцев играет незаменимую роль в оказании помощи гражданскому населению в секторе Газа, и что пока что никто другой не сможет заменить их полностью. Напомню, что из 12 сотрудников агентства ООН, обвиненных в нападении на Израиль 7 октября, 7 были учителями, 2 консультантами по образованию, остальные управляющими гуманитарной базой. Фотографии подозреваемых вы сейчас видите на своих экранах. Группа из более чем 1000 музыкантов из Швеции, которая принимает конкурс песни Евровидения в этом году, подписала петицию, призывающую запретить Израилю участие в предстоящем конкурсе. Все из-за его войны против Хамаса в секторе Газа. Петиция обвиняет Израиль в военных преступлениях, а также критикует Европейский вещательный союз, который организовывает шоу, за то, что называет, цитирую, «замечательным двойным стандартом, позволяющим участию Израилю в конкурсе», в то время, когда Россия получила запрет после начала войны в Украине. Подобные призывы раздавались также и от некоторых групп в Исландии и Финляндии. Они призывали свои страны не принимать участие в конкурсе, если Израиль будет там представлен. Такие заявления появились не просто так. Пропаганда террористов Хамас по всему миру налажена отлично. Вместо того, чтобы поддержать Израиль, на который 7 октября напали террористы и лишили жизни более 1000 людей, мир поддерживает террористов Хамас, которые себя в СМИ называют освободителями, а также пострадавшими от израильской агрессии. Против Израиля открывают дела в Гаагском суде в геноциде в секторе Газа, а премьер-министра называют мясником. Против Израиля начата информационная война.
И если мы ее не выиграем, последствия могут быть ужасными. Поэтому важно делиться этим видео. К нему будут добавлены субтитры на английском. Пусть мир узнает правду. Главные новости Израиля. Продолжаем главные новости Израиля на радио Нария. Очень важно просто сейчас подписаться на наш резервный YouTube-канал. Ссылка на него в первом закрепленном комментарии под этим видео. Если мы не сможем выйти в эфир на этом канале, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Спасибо за вашу поддержку. Также не забывайте подписываться и на этот основной канал Радио Нария. Напишите свой комментарий, поставьте лайк этому видео, а также нажмите на колокольчик. Вам спасибо, а мы продолжаем. Виктор Катан, которому 78 лет, признан виновным в том, что 4 года назад лишил жизни человека из-за спора о месте для парковки. Погибший 40-летний мужчина пытался использовать инвалидное место на парковке, поскольку его жена имела инвалидность. Но Виктор решил, что место ему нужнее, поэтому открыл огонь и разрешил спор. Пострадавший погиб на глазах 2 дочерей своей жены. Судьи признали Виктора Катана виновным и отклонили его иск о самообороне, заявив, что он осознавал свои действия и их серьезность. Главные новости Израиля. Около 300 человек, потерявших членов своих семей в результате нападения Хамаса на Израиль 7 октября, подготовили петицию с призывом к скорейшему проведению выборов. Свою петицию они назвали, цитирую, «Семьи 7 октября призывают к выборам» и добавили, что только избранное правительство с широкими мандатами сможет направить нас на новый путь. Это была цитата. В кратком объяснении, приложенном к петиции, семьи пишут, что это не вопрос левых и правых, религиозных или светских, а скорее вопрос ценностей. На некоторых бордах, которые мы видели в Тель-Авиве, уже даже появились призывы к выборам. Эти борды разместили семьи, которые потеряли своих близких. Как вы считаете, могут ли люди, которые потеряли родных, проводить такие кампании и акции, а также тратить деньги на наружную рекламу? Свои ответы пишите в комментариях под этим видео. Продолжаем главные новости Израиля на радио Нария. Не забывайте подписаться на наш резервный YouTube-канал. Ссылка на него в первом закрепленном комментарии под этим видео. Солиста группы Би-2 Леву уже выпустили с миграционной тюрьмы в Таиланде. Он находится в аэропорту и ожидает рейса в Израиль. Остальным членам рок-группы в ранее согласованном вылете в Израиль было отказано, и они пока что остаются в тюрьме. Напомню, что организаторы концертов Би-2 в Таиланде подтвердили, что музыкантов задержали из-за некорректно оформленных документов. Участники группы находились в стране по туристическим визам. Цитирую: «Хотим подчеркнуть, что ответственность за оформление виз согласно условиям контракта лежит исключительно на нашей компании. Группа Би-2 не несет ответственность за допущенную ошибку», заявляют организаторы. Напомню, что у 3 из 7 задержанных участников группы Би-2 есть только российское гражданство. У остальных задержанных, в том числе у лидеров группы Левы и Шуры, есть гражданство Израиля. Главные новости Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 января встретился с солдатами и командирами дивизии 43-го батальона, который находится в резерве. Цитирую: «Мы участвуем в битве, в которой мы не откажемся от победы. Мы должны добиться победы. С начала этого года, тем более, конечно же, с начала войны, у нас уже 500 террористов ликвидировано. Я хочу поблагодарить вас за усилия, которые вы прилагаете, и хочу сказать вам еще одну вещь. Я знаю прежде всего, что вы несете очень тяжелую службу, и прошу работодателей подумать об этом в первую очередь и не увольнять резервистов. Если среди вас есть студенты, я также хочу, чтобы вы знали, что я уже встречался с руководителями университетов и встречусь с ними еще раз, чтобы они пошли вам на уступки. Вы выполняете священную миссию.
Я хочу еще раз сказать вам, что все граждане Израиля, и я среди них, благодарим вас. Продолжайте работать. Большое вам спасибо, сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.